Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поделимся актуальной информацией на 30 октября. Поговорим о том, что сегодня у нас за праздник, что можно делать в этот день, что нельзя делать в этот день по народным приметам. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Также поговорим о том, что в этот день соблюдали наши предки, ну и, конечно, уделим внимание лунному календарю. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, проверьте, чтобы был включен колокольчик и все уведомления. Друзья, заходите каждый день на канал Эзотерика для тебя, здесь много полезной, важной и интересной информации. А прямо сейчас ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. И как всегда, друзья, по традиции мы с вами начинаем с народного календаря. Итак, народный календарь на 30 октября 2021 года. Сегодня 30 октября Осий Колесник или День Осия. А вот согласно церковному календарю, верующие в этот день чтят память пророка Осии. Наши предки по традиции народного календаря 30 октября отмечали День Осия Колесника, который был назван так, потому что сегодня меняли телеги на сани, снимая колеса с осей. Мужчины обычно начинали сегодняшний день с приведения телеги в порядок. Они ее чинили, очищали от грязи, а также мазали дегтем и смолой, чтобы убрать в сарай до весны. А вместо нее достать сани. По народным приметам в этот день нельзя было мыться, иначе можно все до здоровья смыть. Многие, кстати, 30 октября даже умывались, страшась болезней и всяких болячек. В сегодняшний день женщины пекли вкусные бублики, которые потом посыпали маком. Ими угощали родных, близких, соседей, а также тех, кто проходил мимо калитки. А у девушек в этот день была интересная традиция. Только что снятое колесо катить от входной двери к воротам, шепча такие слова: «Милый, по дорожке приходи, меня с собой забери». Обратно колесо нужно было притащить, и по народной примете, если оно коснется земли, то в этом году точно замуж девица не выйдет. Поскольку колесо было очень тяжелым, на подмогу девушкам приходили их матери, которые тоже мечтали поскорее выдать замуж своих дочек за хорошего парня. Если в доме кто-то болел, то 30 октября его катали на телеге, которую после убирали. Верили, что после такого катания человек обязательно пойдет на поправку. Если муж и жена часто ссорились, да и вообще в семье были постоянные скандалы, то в этот день нужно было взяться за колесо и трижды прокрутить его против часовой стрелки для того, чтобы все плохое отогнать. А после также 3 раза по часовой, чтобы привлечь в семью мир, любовь, счастье и благополучие. Также традиционно 30 октября хозяйки выносили на мороз подушки, матрасы, вытряхивали и оставляли на некоторое время на улице, чтобы все болячки, все проблемы, неприятности, которые накопились за теплое время года, ушли куда подальше. Старики на колесника прислушивались к звукам телег, которые проезжали мимо их дома, чтобы по народным приметам выяснить, какая погода ожидается зимой. Если скрипели телеги, то знали, что зима будет суровая. Рожденные в этот день обладают прекрасными организаторскими качествами. Они целеустремленные и активные по жизни. Такие люди с легкостью организуют и поведут за собой большой коллектив. И те, кто родились в этот день, их не камень опал.
Также бытовало на Руси поверье, что 30 октября, в день Осия Колесника, ни в коем случае нельзя было мыться, поскольку вода может смыть защиту от болезней, и на человека нападет лихорадка. Однако, конечно же, современный человек не представляет свою жизнь без ванны и душа. Поэтому, чтобы не нарушать запреты и народные приметы наших предков, но при этом не отказываться от привычных гигиенических процедур, в день Осия Колесника допускается быстрое мытье. Тем не менее, самый главный запрет – не мыть 30 октября голову. Все же лучше соблюсти, поскольку именно волосы являются основным оберегом от сегодняшних проблем со здоровьем. Кстати, именно по этой причине 30 октября не стоит посещать салоны красоты и парикмахерские, чтобы никто чужой не смог притронуться к голове, передав свою энергию и, возможно, даже негативную. В день Осия Колесника нельзя начинать новую работу и браться за новые проекты, так как все начатое в этот день обречено, к сожалению, на провал. Зато рекомендуется окончить давние дела, иначе они еще долго не сделаются. Также нельзя 30 октября оставлять ключи от входной двери или ворот на самом видном месте. Их могут коснуться чужие люди и передать свои семейные неприятности и проблемы. Также сегодня, 30 октября, запрещено делиться своей радостью с чужими людьми. В будущем будут ждать крупные неприятности, особенно в тех сферах жизни, которые сегодня порадовали. Свое счастье в этот день надо обязательно держать при себе. Также 30 октября не разрешается мыть животных. У тех хозяев, которые нарушат этот запрет, домашние питомцы могут достаточно серьезно заболеть. Вылечить их будет очень сложно. Поэтому даже если собака в день Осия Колесника сильно испачкалась после прогулки, ей нужно лишь протереть лапки, отложив полное купание на другой день. Также не рекомендуется сегодня ходить в одних и тех же вещах целый день. Темные силы могут пристать и начать вам вредить. А вот частая смена одежды, наоборот, может запутать нечисть, и она не сможет больше подобраться к человеку. Также в этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Не ругайтесь сегодня с близкими, не сквернословьте и не сплетничайте. Также обращаем ваше внимание, что именно 30 октября стоит внимательнее отнестись к той информации, которая поступает к вам, потому что она сегодня для вас может нести очень важные знаки. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 30 октября 2021 года. Сегодня у нас с вами 24-й лунный день, убывающая луна в знаке зодиака Лев. Обращаем ваше внимание, что сегодня очень мощный день. В этот день пробуждаются силы природы, которые благоприятствуют созиданию, а в человеке пробуждается сила. В этот день хорошо закладывать фундамент новых больших дел. Даже в Древнем Египте именно в этот день проводили закладку пирамид. Также сегодня хорошо начинать осуществление глобальных долгосрочных проектов, но злоупотреблять пробудившимися силами не надо, потому что они могут обернуться вам во зло. Сегодняшний день полон неиссякаемой энергии, причем она будет касаться не только ваших душевных каких-то порывов, сколько физических сил. Поэтому зачастую этот день еще называют мужским. Он пробуждает сексуальное влечение и способствует занятию спортом. Считается, что именно сегодня пробуждаются силы природы. Луна сегодня, как мы уже сказали, находится в знаке зодиака Лев. И сегодня многие люди смогут раскрыть свои творческие способности и потенциал, а также обрести силу и свободу, славу
признания социумом. Такие дни благоприятны для хождения и прогулкам. В это время вы можете считать лучшим для отдыха и различные развлечения, потому что в такие дела все проходит успешно. Дело в том, что Луна в знаке зодиака Лев, она обеспечивает усиление организаторских способностей, хорошей работы мозга и жажду действий. Также огромной силой в этот день обладает лесть, что позволяет пользоваться этим себе во благо. Также сегодня открываются все возможности для проявления себя как личности, привлечения к себе внимания. Каждый сможет получить оценку окружающих позитивного типа, что создаст хорошее настроение. Обеспечьте себя хорошим настроением, например, поставив сегодня какую-то веселую песенку, музыку, и это поможет вам в этот день. Также, если у вас есть такая возможность, то проведите этот день 30 октября спокойно, без лишней возни и суеты. Особенно, если сил у вас будет недостаточно, а можете вы быть сегодня и деятельным, и активным, как положено в этот день сильным личностям. Выбор только за вами. Вам виднее, сильный вы или слабый человек. Что же касательно здоровья, то сегодня болезни не опасны. Можете заниматься лечением и готовить лекарства. Но этот день надо максимально активно использовать для укрепления здоровья и повышения духовного уровня. Также, что касательно бизнеса, денег, то сегодня достаточно сильный и удачный день для работы и бизнеса. Следовательно, действуйте сегодня активно. Старайтесь сегодня обсуждать текущие дела, не откладывайте переговоры о сложных проектах. Кроме того, это благоприятный день для творчества, для создания произведений искусства и их презентации. Успешно сегодня проходят выставки, показы, выступления, концерты. Хороший день для дел, связанных именно с деньгами. Но в этот день не следует себя щадить. Нужно пробудить энергию к деятельности и использовать ее обязательно в мирных целях, но для ваших благих достижений. Слабому же человеку лучше сегодня побольше спать и желательно даже отдыхать. Что же касательно стрижки на 30 октября, то запись лучше отменить, потому что сегодня стрижка вас очень сильно расстроит. Если вы решите укоротить волосы в этот день, 30 октября, то это негативно скажется на здоровье даже всего организма. Тусклыми и безжизненными волосы может также сделать завивка или окрашивание, поэтому наиболее удачным выбором сегодня станут просто распущенные волосы, простые косы или даже конский хвост. Обновить образ вы можете сегодня с помощью наращивания. Он может быть удачным, если вы не станете чрезмерно увеличивать длину собственных волос. Не лишним будет сегодня сделать и питательную масочку для волос или помыть, например, их настоем крапивы. В результате волосы будут гуще, здоровее и даже ярче. Что же касательно окраски волос, то окрас волос натуральным красителем в темный оттенок поможет вам создать хорошее впечатление на вашего непосредственного начальника или даже коллег. Ну а если вы хотите сегодня сделать прическу, то знайте, что сегодня волосы стоит уложить крупными волнами, чтобы привлечь именно природную энергию. Обращаем ваше внимание, что сегодня день неудачен для путешествий, а также для безделья и грусти. Далее, друзья, касательно маникюра, то сегодняшний день великолепно подходит для решения серьезных вопросов и активной деятельности. Но, тем не менее, посещение салона на сегодня все-таки мы рекомендуем отложить, потому что изменение оформления ногтей сегодня чревато снижением уровня здоровья и, возможно, даже серьезными заболеваниями. А вот обрезной маникюр сегодня способен ухудшить состояние ногтей и стать огромной проблемой на ближайший период времени. Вот, друзья, у нас сегодня вот такой вот лунный народный календарь на 30 октября.